воткнуть. Вот смотрите, сейчас пойдет Артаментионов, а я вот так вот колдунчика. Спасибо, братан. Элитки, элитки. Были элитки, нету. Но это просто издевательство. Я не знаю, но это, я вам честно говорю, это впервые за долгое время вот такой вот слабый и зашкварный соперник в рейтинговом режиме попался. Я не знаю. Давайте так, гоблинская бочка одна. Лоза сразу. Блин. Ну хотя мы все равно его разбили, смотрите, ну это просто издевательство. 1500 трофеев. Сундук на 5 звезд. Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы поиграем в рейтинговом режиме с легендарной колодой всеми забытого японского гения Жанны Дарк. Это мой кумир, и в далеком 2020 году с этой странной, немножко зашкварной колодой он занимал 57 место по итогам сезона. И тогда он всех просто разрывал, и никто не мог с ним совладать. Ни Анабан, ни Вайпер, это была просто настоящая сенсация. И в принципе Жанна Дарк до сих пор играет с этой декой, но сделал в ней две небольшие замены. Вместо охотника он взял героя-колдуна, и вместо разряда он взял лозу. А так, в принципе, каркас колоды за 5 лет у него сильно не изменился. Срочные новости. Акции Clash Royale взлетели вверх, ведь на биржу завезли героя варварскую бочку. Самое время вложиться в пас Рояль, чтобы стать легендой Уолл-стрит. А опытные трейдеры выбирают PlayRock, ведь именно там можно купить ключи, скины, донаты, все по минимальным ценам. Да и в целом на сайте куча товаров, где каждый найдет что-то важное для себя. Лично я уже прикупил сезонный пропуск. Ну не забывайте, что в Steam совсем скоро стартует весенняя распродажа, а это значит игры по самым приятным ценам уже на подходе. А по нашему промокоду Alledge вы получите пополнение с комиссией 0%. А еще появилась удобная функция моментального пополнения звезд дешевле, чем Telegram. PlayRock, здесь есть все, что нужно геймеру. Пополнение, Steam, ключи, игровые товары, Telegram, звезды. Все это по ссылке в описании. Ну и промокод Alledge не забудь. И что самое главное, Жанна Дарк до сих пор с этой декой занимает неплохие места, и сейчас у него 2400 трофеев, а у меня только 1500. Поэтому поехали первую каточку, постараемся его немножко догнать. Вообще эта колода для меня не новая, потому что я создал давно уже Твинк, специальный аккаунт, где всегда играл чисто этой колодой. Но там вариация именно с охотником. И там вариация с разрядом, поэтому немножко сложно мне перестраиваться на колдуна. Но что еще более сложно, перестроиться на то, что у нас нету разряда. Очень много сейчас спама, и без разряда, не знаю, реально тяжело играть. Лоза все-таки разряд не заменяет. Ну, конечно, Жанна Дарк, судя по всему, теперь полную ставку делает на героя колдуна. Но если у соперника попадется молния, то от героя колдуна толку не будет. Так, сейчас может быть у нас такая неплохая проходка. Давайте закидываем гоблинскую бочку. Я не знаю, что там у него по заклинаниям. Разряд есть, нету. Так, ну судя по всему с легкими заклинаниями у него все плохо. Нет, все-таки есть варварская бочка. Но почему он ее с таким опозданием закинул? Возможно, у соперника, кстати, рекруты будут, я не удивлюсь. У него королевские кабаны. Ну, спарки плюс герой-колдун нам должны очень помочь против этих кабанов. Так, давайте ставим спарки. Посмотрим. Скорее всего, сейчас кабаны полетят по левой стороне. Нет, он начинает очень пассивно. Он ставит призрака. Кстати, в следующем сезоне я слышал, что призрака очень сильно понерфят. Эволюцию призрака. Поэтому кто хочет с ним поиграть, играйте прямо сейчас. Потому что в следующем сезоне эволюция призрака будет очень уже слабой. Так, давайте, колдун, взлетай. Спарки стреляет, отлично. Может быть сейчас лозу заюзать? А ну, лоза. Отлично, минус башня, ребята. Но вот именно для этого нужна лоза, чтобы вот так вот ее неожиданно скинуть. Лоза это по сути как заморозка. И сразу на ровном месте сопернику можно снести вышку. Итак, вот моя любимая комбинация. Гиг-скелет плюс бочка. Так, подкидываем здесь армию скелетика. Но соперник немножко поплыл. Капитально он поплыл. И, ну, я думаю, что в этом поединке мы должны выигрывать. Мы уже вторую башню ему сносим. Так, отлично. Ну, пора сдаваться нашему сопернику. Так, давайте еще раз спарки поставим через зеркало. Так, тут может быть лозу даже скинуть. А ну-ка, лозу. Стреляй, спарки.
Нет, Спарки все-таки не выстрелил. Так. Концовки у нас пытается, конечно, продавить, но это уже такое. Так, тут армию скелетиков закидываем. Эволюция армии скелетиков в этом поединке зарешала. Он активирует главное здание. Но вы видите, что сейчас еще очень опасны эти призраки. Но в следующем сезоне призрак, как я уже говорил, особо не будет уже актуален. Его ухудшают. Много карт поухудшают, я слышал такое в ТикТоке. Блин, почти все поухудшают. И ничего не улучшат. Короче, очень будет интересное изменение баланса. Но для этой колоды изменение баланса не страшно. По-моему, ничего с этой колоды не урежут. Ни герой колдуна, ни гик скелета. Поэтому эта колода от изменения баланса не пострадает. Гик скелета, наоборот, недавно усилили. Так, соперник играет с магическим лучником. Но причем магический лучник у него обычный. И, кстати, в следующем сезоне будет капитальное ухудшение магического лучника. У него способность будет стоить 2 капли эликсира, а не 1. И это, конечно же, полный бред. Колдун успел взлететь. Смотрите, какую грубую ошибку допускает соперник. И, возможно, здесь стоит скинуть лозу. Да, он просто лоханулся. Он так неудачно скинул свое бревно. И пошел просто моментально какой-то разнос. Ну, удачный у нас старт ролика. А ну-ка, он сдается, не сдается. Надеюсь, что он сдастся. Смысл тянуть время, когда у тебя 2300 остается на главном здании. Так, армия скелетиков через зеркало. Армия скелетиков справляется. Но сдаваться он не намерен, блин. Ну, я таких соперников не люблю, которые уже откровенно проигрывают и тянут время. Так, что-то он задумал такое. Ладно. Пошел у нас в атаку его рыцарь. Сейчас посмотрим. Я хочу его на 3 за затягивание времени наказать. Это не фейерплей. Вот так вот время тянуть, это не фейерплей. Так, ну что, эликсира пока не хватает на атаку, поэтому колдун взлетает. Сейчас я хочу скинуть гоблинскую бочку, наверное, на главное здание. Давайте вот так вот скидываем. Комбинация гиг-скелет плюс гоблинская бочка. Бревном он попадает, нормально. А вот тут он тупит, вот тут он тупит. Правда, прожимает способность. Кстати, рыцаря вот этого, героя рыцаря тоже очень сильно ухудшат. Способность у него станет очень такой слабенькой. Поэтому, ну ничего страшного, адаптируемся. Сейчас разработчики слоты поубирали. Стало 3 слота вместо 4. И сейчас порежут все эти герои, все эти имбовые эволюции. Но может быть и правильно они делают, я, честно говоря, не знаю. Так, у нас сейчас уже есть 2 гоблинские бочки. Давайте, наверное, сейчас будем соперника наказывать. Потому что, тем более, он тут потратил свое бревно, надо его наказывать. Но он реально меня задолбал. Так, колдун, взлетай. Тут лоза. Я бы его на 3 бы хотел вынести. А ну, еще одна лоза. Так, 2 башню мы ему забрали. Но это просто издевательство. Он хочет, конечно, он не хочет на 3 отлетать, но надо. Надо, Федя, надо, это 3. Ну просто тупо время тянул. Уже давно было понятно, что без шансов. Ну и мы тут, смотрите, уже немножко кубков подняли. Давайте пооткрываем сундучки. Так, 2 кладбища, отлично. Ну и тут у нас мини-генераторы. Так вот, у нас уже 1572. Ну, хотелось бы где-то... Ну, вообще... Я всегда хочу побить свой рекорд. У меня рекорд 2200. Сейчас до этого очень далеко. Так, к сожалению, я сейчас проиграл в колоде Пека, Бандит, Катаран. Но я считаю, что это контра, потому что у соперника Пека на нашего гиг-скелета, у него громовержец на спарке. Ну и, короче, как-то без шансов я отлетел. Да, сложновато было. Ну, плюс, что самое неприятное, он тупо яд на армию скелетиков закидывал. Вот, я не ожидал, что у него яд будет, потому что сейчас все как-то на фаербол в этой колоде переключаются. А он с ядом играл и... Так, заморозку он закинул, а мы давайте лозу закинем. Ну, гиг-скелет все равно, походу, не жилет. Так, гиг-скелет все равно отлетает. Но, тем не менее, Спарки живет. Так, закидываем гоблинскую бочку, посмотрим, что у него тут по заклинаниям. Гоблинскую бочку пропускает 14 элитки. Ну, братан... Смотрите, это реально просто кринж. На таких кубках 14 элитками играть, я не знаю. Ты что-то с дуба рухнул или что? И Спарки с этими элитками просто элементарно справился. Ой-ой-ой, как он подставился.
Ну, блин, ну это просто бред, вы видите? Я армию скелетиков кидаю просто так с мостика для прокрутки. Он сразу Хока навстречу кидает мне. Лоза. Так, я понял, это какой-то лютый соперник, это вообще какой-то зашквар нам попался. Я не знаю, я в рейтинговом режиме давно никаких зашкваров не видел. Тут все тупо играют мета-колодами. И тут попадается такой зашквар с элитками, с ордой миньонов. Я не знаю, честно говоря, в шоке. А, еще и палач у него, 14-й. Я не знаю, наверное, хорошо играет, раз он с такими картами не прокачанными так высоко поднялся. Так что нельзя недооценивать соперника такого, если он так высоко поднялся с такими картами. А, заморозка у него еще, вот это да. У него еще фриз. И не забываем, что у него орда миньонов. Он ее сейчас может воткнуть. Вот смотрите, сейчас пойдет орда миньонов, а я вот так вот колдунчика. Спасибо, братан. Элитки. Были элитки, нету. Но это просто издевательство. Я не знаю, но это, я вам честно говорю, это впервые за долгое время вот такой вот слабый и зашкварный соперник в рейтинговом режиме попался. Я не знаю. Это просто какое-то чудо, что нам такой соперник попался. И мы над ним просто поиздевались. Да, мне аж интересно его профиль посмотреть. Какой-то случайный пассажир тут оказался. Это вообще не уровень 1500 трофеев. Сундук на 5 звезд. Кстати, ребята, 7500. Вот это мне повезло, ребята. 7500 обычных карт. Сундук на 5 звезд. Я просто в шоке. Давайте посмотрим профиль нашего соперника. Вы видите, 3-0 я проиграл Пеки Мадитки Таран. Это полный кринж. А вот что тут нам за челик попался. Кстати, он 1800 брал, я не знаю. Мастер зашкварных колод. Мастер элиток, вы видите? Элитками любит играть. 10 лет играет. Вот, наверное, как начал в 2016 играть с элитками. До сих пор с ними играет. Поехали, следующую каточку. Так, снежок. Дух. Я не знаю, какая-то быстрая дека попадается. Но если он потратил снежок, то, возможно, других легких заклинаний у него нет. И, возможно, сейчас ему нечем будет контрить эту бочку. Посмотрим. Так, ну нет, он законтрил бочку. Неплохо ее законтрил, как вы видите. К сожалению для нас. Он ее законтрил басковым. Так, яд у него. Ну, блин, это неприятная дека. Это неприятная дека. Наверное, надо делать ставку на спарки, потому что спарки ему особо контрить нечем. А гоблинскую бочку он законтрит легко. И армию скелетиков нашу законтрит своим ядом. Поэтому надо сейчас делать на спарки ставку. Надо как-то попытаться его жестко пропушить. Всех стянуть под торнадо и просто размочить. Так, пушку он ставит. У нас нету эликсира. А ну еще раз гоблинскую бочку. А вот это неплохо. А вот это реально неплохо. А ну-ка. Снежок, блин, его выручает. Ну, блин, ну как ему везет. Как ему везет. Вот этот снежок его выручил. Если бы не снежок, там был бы просто полный разнос. Не знаю. Ну, спарки. Нет, Спарки нас подвел, блин. Ну почему нельзя было эту тычку сделать? Но шансы, я думаю, что будут у нас на победу. Я один раз Спарки выпустил, и он так поплыл просто. Он сразу от Спарки поплыл, поэтому я думаю, что со следующей проходки он уже не выстоит. Самое главное, колдунчика подключить в атаку. Просто нам его спасло то, что мы не могли колдуна в атаку подключить. Так, сейчас Спарки все разобьет быстренько. Кик-скелет. Так, а что тут делать, ребята? А вот, кстати, давайте сейчас сделаем вот такой вот какой-то прикол. По двум сторонам одновременно закинем гоблинские бочки. Посмотрим, что он этому противопоставит. А ну-ка, что ты этому противопоставишь? Так, ну левую сторону он законтрил, а по правой лоза. Кстати, лоза неплохая, Гиг-скелет выжил, Гиг-скелет сделал лишнюю тычку. Ну и мы уже, походу, мы уже даже вышли в лидеры. У него 640 хп остается. Ну, колдун, взлетай.
Интересный поединок такой. Все-таки мы его намахали. А ну, Спарки. Молодец, Спарки. Давайте так, гоблинская бочка одна. Лоза сразу. Блин. Ну хотя мы все равно его разбили. Смотрите, ну это просто издевательство. Как мы над ним поиздевались. Мастер быстрых колод отлетает от зашквара. Ну это просто избиение какое-то. Наверное, я сейчас тоже, как Жанна Дарк, поднимусь по кубкам. Ну вот эта вариация... С лозой прикольная вариация, я вам реально говорю. Я всегда с разрядом играл этой колодой. С лозой, по сути, впервые пробую. Это мета-колода у него была. А ну-ка, давайте посмотрим его профиль. И, кстати, крутого соперника я просто разгромил и унизил. Так, поехали в следующую каточку. И вообще, знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы против меня попалась гончая. Я на гончую поставил Спарки, потом лозу и, короче... Чтобы Спарки расстрелял гончую. Вот я такого никогда не делал. Я хочу гончую при помощи Спарки расстрелять. Это, короче, такой будет кринж. Так, но нам попадаются кабанчики. Поехали. Сегодня мы уже одних кабанчиков обыграли. Так что, ну тут, возможно, рекруты будут. Рекруты это неприятно, но у нас колдун. Для этого мы, собственно говоря, колдуна и брали. Хотя нет, рекрута у него не будет. Так, шанс. Шанс. Нет, но эликсира у нас мало, я не хочу лозу кидать. А ну. Так. Или может все-таки лозу закинуть. А ну-ка, давайте закинем лозу. Спарки. Ну, браво. Просто браво. Это просто брависсимо. Так, давайте сейчас еще одну лозу. Так, вот такую вот лозу скинем. Ну, честно говоря, не было у нас эликсира, поэтому такую лозу скидываем. Так, тут, наверное, армия скелетиков. У него, походу, нечем эту армию скелетиков контрить. Все, нормально, нормально, да. Тяжело было против Темного Принца, но лоза нас выручила. Я, честно говоря, в шоке. Не думал, что с этой колодой будет так комфортно мне играть. Я всегда к голему привык. Так, на твинке иногда с этой дейкой поигрываю, но сейчас я реально получаю удовольствие. Ну, как-то колдун у нас мало задействован, ну, честно. Когда я играю через охотника, охотник у меня намного больше задействован. Так, он окопался в защиту, наш соперник. Я не знаю. Все-таки он все-таки отпрыгнул. Я думал, что он не успеет отпрыгнуть. Ну, нормально. В принципе, даже нам уже особо атаковать не надо. Можно просто чисто... в защиту засесть. Но я думаю, что лучше атаковать, потому что он все-таки своими кабанами может нас пропушить. А ну. Взлетай. Так, нормально, нормально защитились. Гоблинская бочка у нас полетела. Сейчас мы какой-то ему урон нанесем. Нет. Хотя нанесем вот так вот. Мы сейчас вот так вот сделаем по красоте. Гоблинская бочка через зеркало. Икс-скелет. Кабаны на главное здание. Ну, не совсем, конечно, все удачно. Тут лоза. Ой, блин, ну, слишком я в себя поверил. Это реально. Я слишком в себя поверил. И такой поединок выигрышный я просто отдаю. Но это какой-то бред. Вот реально. Как можно было такой выигрышный поединок отдать? Ну, лох, что сказать. Ну, полетели в следующую каточку. В принципе, и победы у нас, и поражения. Ну, я не думаю, что с големом было бы все намного лучше. Так что... Но с этой декой я играю практически впервые. Именно с этой вариацией с колдуном. Ну, не знаю, ну что-то колдун, блин, не впечатляет. Вот честно. Как будто бы лучше бы играть с охотником. Так, давайте главное здание активируем. А ну-ка, я попадаю? Да, все-таки я попал. Ну, не видно, пальцем затулил. Не видно даже. Так, неприятно. Может, как-то его все-таки пропушим? А ну-ка, давайте попытаемся как-то его все-таки пропушить. Нет, не получилось, блин, его пропушить. Ну, это просто бред.
Вот это просто бред. Он столько эликсира дофигища потратил, а я ничего не смог сделать. Ничего не смог его в ответ наказать. Хижину поставил, гиг-скелет запутался в этом тупом спаме и все. Так, ставим спарки. Он хотел опять кабанов закинуть, но не получилось. Давайте, наверное, я не знаю, давайте кабанов этих пропустим. Все-таки там 2 башни по ним бьют. Тут кидаем гоблинскую бочку. Вот такую вот неожиданную. Он явно не ожидал, что я вот так вот бочку скину. А ну, спарки! Блин, ну добейте уже, реально. Вы так задолбали. Так, лоза бы нам не помешала. Срочная лоза, ну-ка, кидай лозу. Все, минус башня. Даже лоза там, по сути, уже не нужна была. Все-таки мы ему снесли башню. Уже был такой сегодня поединок, что мы снесли башню, а потом обосрались. Поэтому не стоит расслабляться. Ставим спарки. Сейчас кабаны, возможно, полетят. Так, летающие кабаны. Скелетики. Не хотелось бы ему башню отдавать. Да убейте его нафиг. Так, а тут нам, кстати, колдун нужен, чтобы эту хижину разбить. Нам нужен срочно колдунчик. Так, полетели у нас 2 гоблинские бочки. Лоза. Ну что, ну это разнос, ребята. Это просто разнос. Все. Реабилитировались мы. Это просто разнос. Красота какая. Так. Ну, получаю удовольствие от этой колоды. А когда научусь с ней играть еще лучше, буду еще больше удовольствия получать. И заметьте, больше никакие ютуберы про эту деку не снимают. Это у нас только эксклюзив. Так, давайте Хога перетаскиваем на главное здание. Без тычки, все, успели всунуть. Я не знаю, я иногда вот вроде бы нормально Хога перетаскиваю на главное здание. Вроде бы все делаю правильно, он все равно возвращается на боковую вышку. Вот часто почему-то такой бред стал в последнее время проходить. Так, это, возможно, колода Хог Палач Торнадо, возможно, колода Вайпера с ракетой. Если у него будет ракета, это будет очень неприятно. Так, но он допустил грубейшую ошибку. Я не знаю, если у него была ракета, то это, конечно, просто кринж, что он не убил гиг-скелета и пропустил тычку от спарки, если у него была ракета. Так, палач. А что ты хочешь с палачом сделать? Ой, какой авантюрный. Думал, что палач сделает тычку по вышке, но палач не сделал. Так, гоблинская бочка у нас полетела. И вот такие моменты, когда я закидываю гоблинскую бочку, можно тут и лозу неплохо использовать. Допустил он грубую ошибку. Ну, похоже на Хог Палач Торнадо, только без гоблинов. У него вместо гоблинов скелетики. Очень много ошибок со стороны нашего соперника. Но я не знаю, есть ли у него ракета. Если ракета есть, то он сейчас ее кинет 100%. Да, все-таки она есть. Но я уже так подумал, что ракеты нету. И какая-то ракета у него, походу, недокачанная, что ли. Потому что ракета спарки не убила. Но это смешно. Так. А ну, гиг-скелет, доходи. Все, гиг-скелет дошел. Ну так вот можно торнадо по-хитрому заюзать. Гиг-скелет дойдет, и это минус башня. 30 хп осталось у парня. Ну что, будет еще атаковать он? Ну тут нас колдун выручает. Хотя, в принципе, 900 хп остается. Он добьет эту башню, скорее всего. Поэтому давайте уже атаку на правую сторону проводить. Давайте так, тут ставим спарки. Тут армия скелетиков. Но я не хочу, чтобы он легко добил башню. Я хочу, чтобы он с муками добил ее, чтобы ему ракету пришлось использовать. Я вот так вот хочу. Так, а ну, еще раз. Может, еще раз трюк повторим? Нет. Так, тут гоблинская бочка. Да, ракету он все-таки использует свою. Тут ставим спарки. Ну, мы в преимуществе по эликсиру, походу. Так, тут еще одно спарки ставим. У него ракета. Не забываем.
Но у него нету сейчас возможности использовать эту ракету. Хотя, кстати, неплохо, неплохо. Блин, по 2 спаркам попадает. Спарком. Так, армия скелетиков. Бревно не поможет. Так, тут, наверное, лозу даже какую-то используем. И давайте еще спарки, потому что сейчас Хок побежит. В очень такое неприятное русло затянулся этот поединок. А ты смотри какой! Ты смотри какой! Вот это да! Ты что, такие трюки умеешь делать? Ты гля какой пацан-титан, а? Ты гля какой! Я ж не знал, что ты такие трюки умеешь делать. Ладно. Будем осторожнее с тобой. Так, спарки. Взлетай, колдун. А ну-ка, спарки, пульни. Пульни, спарки, по всем. Отлично. Гоблинская бочка. Армия скелетиков. Лоза. Ну дойди, гик-скелет, доходи. Хватит с ним уже возиться. Гик-скелет, выручай. 200 хп осталось. Ой. Ну все, выиграли. Но, блин, поединок вот так вот неприятненько у нас затянулся.